Первое измерение – это линия, Х, второе измерение – это сетка на плоской поверхности, XY. Третье измерение – это положение внутри квадрата, использующие линии X, Y, Z. То есть, это не имеет ничего или почти ничего общего с тем, о чем мы говорим как о сферах частот 2D, 3D и 5D. Люди путают измерения с плотностями. В земной физике они рассматривают квадрат на бумаге как двумерный объект, а трехмерный квадрат считается кубом. Четырехмерный квадрат – это уже тессеракт. Прим. Перев. Тессеракт – это четырехмерный гиперкуб с 24 гранями, 32 ребрами и 16 вершинами. И так продолжается до геометрии 8D. Все основывается на математике. Но вам следует заметить, что все они представляют собой физические объекты, не имеющие ничего общего с тем, о чем я говорила. Хорошо. Тогда, что вы имеете в виду, рассуждая о плотностях? Что они такое? Мне придется упрощать. Плотностей не существует. Ясно. Итак, что вы имеете в виду, когда говорите 3D, 5D, 7D и так далее? Все эти числа первая, вторая, третья, четвертая и пятая плотности всего лишь концепции, к которым прибегают люди в попытке понять нечто большее, чем они сами. То всего лишь одна большая кривая потенциальной энергии, от низкой частоты до очень высокой. Возьмите линейку. Ваша третья плотность располагается только между сантиметром 3 и сантиметром 4. Все остальное – это то, чего люди не могут видеть и не могут понимать. Они не способны видеть это потому, что не обладают частотой, позволяющей видеть. Представьте, что автомобиль движется так быстро, что вам с трудом удается его видеть. Если он начнет двигаться еще быстрее, вы больше не будете его видеть. То есть, он не пребывает в вашей частоте. Но если вы прыгнете в другой автомобиль и поедете за первой машиной так же быстро, как она появится так, как будто она остановилась, не движется. Тогда плотности можно рассматривать как более низкие и более высокие частоты. Верно. Плотность – это частота. Плотность – это диапазон частот. То есть, 3D располагается лишь внутри определенной частоты вибрации. И что это такое? Циклы колебаний в секунду атомной структуры материи. То есть, ваша частота выше, да, я имею в виду, быстрее. Да, материя в 5D колеблется намного быстрее, чем в 3D, поэтому между плотностями нет границы. Все это один градиент, одна целостная вселенная, и единство – источник. В каждой плотности люди могут видеть лишь то, что находится в их диапазоне восприятия. То, что представляется странным для вас, странным и эмпирически недоказуемым, для меня всего лишь жизненные факты. Все это градиент частоты, но как ручка настройки радиостанции. Давайте поговорим о четвертой плотности. Не могли бы вы описать, что это такое? Четвертая плотность – это облегченная версия третьей плотности. Это то, что называется астралом или низшим астралом. Это просто частота выше 3D. В четвертой плотности обитают многие создания, многие пугающие создания, но люди видеть их не могут, даже если взаимодействуют с ними каждый день. Кроме того, 4D представляет собой границу или частотный барьер между 5D обычным пространством, обычным существованием и 3D. Рассматривайте 4D как буферную зону, ни 3D, ни 5D. Смотрите, некто в 5D способен воспринимать все в 4D, 3D, 2D и 1D, но не в 6D, поскольку число 5 содержит в себе числа 1, 2, 3, 4, 5. Когда вы находитесь в любой плотности, вы пребываете в частоте, увязывающейся с ней, но как в примере с автомобилями, вы можете видеть, что там есть потому, что движетесь так же быстро, как и остальные, на конкретной частоте. Какие творения населяют 4D? И могут ли они видеть нас? Четвертая плотность может видеть третью, но не пятую. А есть ящерицы в 4D не могут касаться нас тагитянцев. А мы можем касаться их. В общем, это великое преимущество. Все виды созданий. Рассматривайте четвертую плотность как населенную,
таким же огромным многообразием существ, как у вас в третьей плотности, но других. В вашем эфирном поле вы имеете астральных слизней и пиявок, все виды паразитирующих созданий. Почему они рождаются в четвертой плотности, а не в третьей или пятой? Потому что для их сознания подходила четвертая плотность. И то же самое справедливо для любой другой плотности. Также там есть и все виды красивых творений, которых люди рассматривают только как мифологию. Такие создания, как эльфы, тролли, драконы, феи. А еще очень много птиц, гораздо больше, чем на Земле. Существа, обитающие в 4D, они тоже там застревают. Как они ограничены 4D? Они не могут видеть за пределами 4D. Верно. Они тоже будут освобождены. В 4D рептилоидное сознание блокируется, даже если они тоже являются созданиями 3D. Произошло ли это в результате запирания нас в 3D? Влияет ли блокировка в 3D на Земле, на их существование в других мирах? Рассматривайте четвертую плотность как зону, в которой частота матрицы слабее, поэтому она не может достаточно подавлять 5D в частоте, совместимой с 4D. Вот почему 4D утекает в существование. 4D вроде как бы и не должна существовать. И все-таки она существует, поскольку система несовершенна. Она не может подавить все частоты 5D, лишь некоторые из них в определенных местах. Такие места и есть 4D или места со слабой матрицей. Например, представьте звезды в 5D. В ясный день вы не можете их видеть, поскольку солнце светит слишком ярко и затмевает их. Да, вы не можете видеть звезды, но они все еще там. Но иногда вы можете наблюдать Луну, не так явно, как ночью, но она все еще там, потому что солнце недостаточно яркое для того, чтобы полностью ее скрыть. Это и есть 4D. Скажите, а в 4D есть люди? Примером 4D были бы агартианцы. Понятно. Когда мы вознесемся, сможем ли мы увидеть все создания четвертой плотности, эльфов, гномов и так далее? Да, и это уже происходит. Вот почему по всему миру люди наблюдают странных созданий. Скажите, когда мы спим, мы идем в четвертую плотность. Когда вы спите, вы отправляетесь в любое место, куда в тот момент вас может забрать ваше сознание и ваша чистота. Вы источник. Вы свободны. Вот почему вы проявляете все, что хотите, так как пребываете в очень высокой плотности и на другой стороне. Единственная причина, по которой вы проявляете сны 3D, состоит в том, что на них фокусируется ваше осознание, поскольку вы переживаете опыт третьей плотности. На Земле говорят, что когда вы спите, вы уходите в некую конкретную астральную сферу. И вновь, именно так люди и их препарированные идеи ограничивают все. Как насчет первой и второй плотностей? Что они такое? Ну, есть три взаимосвязанных способа рассматривания плотностей. Первый посредством человеческой математики. Второй посредством сознания, пребывающего в режиме выживания. И третий посредством частоты, постоянно растущей кривой. Согласно второму способу рассмотрения плотностей, в первой плотности вы представляете собой минерал. Вы есть, но не знаете, что вы есть. Первая плотность была бы похожа на кристаллы кварца. Состояние сознания второй плотности – очень линейное мышление, закрепленное в дуализме, не думающее о других вариантах, сведенное лишь к выживанию. Так живут многие создания. Я бы сказала, что и многие люди. Верно, поскольку их сознание все еще застряло во второй плотности или нише третьей плотности. Во второй плотности я лишь начинает осознавать, что представляет собой нечто, отделенное от других. Например, в третьей плотности я начинает думать лишь в трех плоскостях. Могу я это съесть? Может ли это съесть меня? Могу ли я с этим спариться? Вторая плотность – это исключительно режим умирания или выживания. Третья плотность больше умирания, выживания и процветания. Процветание было бы спариванием. Как вам сейчас известно, в третьей плотности у вас есть индивидуальность, вы являетесь эго. Вы есть вы и есть другие. В четвертой плотности имеется нечто большее,
Но у вас есть эго, индивидуальность. Вы начинаете осознавать, что вы не только вы, что вы часть других. В пятой плотности вы обладаете ярко выраженной идентичностью, и эго как такового больше нет. Также вы можете знать свои другие индивидуальности. У вас большее осознание «я», и вы осознаете, что оба они — это вы. Каким образом воспринимаете это вы? Из вашего объяснения я вижу это как смесь способа 2 и способа 3, состояние сознания и коэффициент частоты. Возможно, оба способа строго связаны. Мой ум видит все голографически. Я включаю все три описания как попытку понять одно и то же. Я не могу их разделять. По мере надобности я частично пользуюсь всеми тремя способами, особенно когда мне нужно описать плотность. Я рассматриваю все три способа как части объяснения. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрала духовное объяснение. А сейчас давайте перейдем к шестой плотности и выше. Что такое шестая плотность? Можете ли вы общаться с теми существами? Только если они этого хотят. Рассматривайте шестую плотность как астрал пятой плотности, но как четвертую плотность для третьей. Шестая плотность существует, но с моей точки зрения она не полностью физическая. Хотя с точки зрения существ шестой плотности, они пребывают в физической форме. Чем выше вы поднимаетесь, тем менее плотным становитесь. И правила меняются. Вы можете выглядеть так, как будто у вас все еще есть тело, но в основном вы почти полностью представляете собой энергию, проявление намерения, вечность и сознание того, что вы есть. То есть, в вашей Вселенной материальная Вселенная — это в основном пятая плотность, но имеются и другие материальные Вселенные. Да, они материальные, но только с их точки зрения. С нашей перспективы они представляют собой энергию не в этой плоскости, вне правил, которым мы следуем в материальном мире. Кто живет в 6, 7, 8, 9 плотностях? И вообще, сколько всего имеется плотностей до того, как вы достигаете источника? Какие-то конкретные расы. Как я уже говорила, это градиент. Поэтому он никогда не кончается, поскольку закручивается в виде спирали по кругу, где каждое место в одной Вселенной, самая высокая часть, является самой низкой частью другой или, возможно, той же первой. Обе пользуются кругом, спиралью. И это тоже может рассматриваться так, как будто вы достигаете источника. Да, но поскольку эта спираль, возможно, источник так никогда и не будет достигаться. Правильнее сказать, источник всеобъемлющий и всеохватывающий. Это сфера существ света, принимающих форму лишь тогда, когда они этого хотят. Например, когда существо желает пообщаться с вами. Кое-какими примерами могли бы послужить в основном многие иенообитатели звезды Альциона, а также многие Амелии с Альдебарана. Вы можете достигать источника, так как вы уже есть источник, и не существует никаких других вселенных. Все это одна большая целостность. И даже если они другие, тогда они, вновь, являются частью целого, о котором я говорю. Вы когда-нибудь говорили с ними? Они те, кто направляют нас все время. И да, недавно я говорила с 6D, 7D существом и общались с ними так же, как мы разговариваем сейчас, или телепатически. Вы их видели? Только в астрале. Вы имеете в виду ваш астрал 6D? Да, астрал 6D, 7D. Иногда они могут взламывать наши коммуникационные устройства, но делают это редко. Чтобы взаимодействовать друг с другом, связываться, вы должны повышать свою частоту, а они понижать свою. Считаете ли вы, что, возможно, вы застряли там так же, как и мы здесь, благодаря чему-то, что сделали они, запирая вас в пятой плотности? Или вы думаете, что существование в пятой плотности — это нечто естественное? Поскольку там времени не существует, нет смысла решать проблему в их прошлом, так как для них нет прошлого, не существует даже чувственно. Пятая плотность — это естественное проявление в материи, часто эфирное существо. Но я так поняла, что у них тоже есть материя, только с их точки зрения. В седьмой плотности есть лишь энергия и сознание. Материя существует только как результат намерения. Чтобы проявлять Вселенную в твердой материи,
такую как пятая плотность. Это осуществляется с помощью намерения, только посредством намерения. Раньше вы говорили, что частота — это колебание материи. Скажите, в какой-то момент материя полностью исчезает? Или она всегда остается материей для уровня, который занимает? Да, когда материя колеблется слишком быстро, она становится энергией. Поэтому она постепенно перестает быть твердой и становится лишь потенциальной энергией. Тогда, чтобы материя проявилась в желаемом вам месте и форме, вы должны сильно фокусироваться на намерении. В шестом измерении они просто существуют, и они знают. Их больше не интересует ничего, что могла бы предложить им материя в виде опыта. Они чистое сознание. Материя не существует ни в каком месте и ни в какой плотности. Материя представляет собой лишь идею, концепцию, намеренно удерживать сознание. Вы говорили, чтобы материя проявилась в желаемом вам месте и форме, вы должны сильно фокусироваться на намерении. Но та форма, будет ли она все еще в седьмой плотности, или будет проявляться в пятой плотности? Она будет проявляться в любой плотности, включая третью. От вас не требуется фокусировать что-то или фокусироваться на чем-то. Вам нужно всего лишь быть самим собой, и все вокруг встанет на свои места. Полагаю, я пытаюсь выяснить, в какой плотности перестает существовать материя, какой мы ее знаем. Я бы сказала, в период перехода между шестой плотностью и седьмой. Материя перестает существовать в любой момент, когда сознание наблюдателя решает, что так должно быть. Она не нечто фиксированное. Она соотносится с наблюдателем и его идеями, поскольку материя — это всего лишь идея. Имеется ли у существ высших плотностей восприятие индивидуального «я»? «Я» начинает испаряться, когда вы ощущаете себя каждым, и это определяет ваше новое расширенное «я». В какой плотности это происходит? Вы можете заметить, что даже в пятой плотности, когда вы начинаете ухитряться быть более, чем одним человеком одновременно, это происходит постепенно. И случается ли в любой плотности? Все соотносится с сознанием наблюдателя.